Напишем сегодня с вами портрет маленького рыжего котика в нашей пастозной такой технике. И начну я работу с закладки, как обычно, основных пятен. Возьму вот такую толстую кисть. Это, по-моему, 50 ширина, формат 40 на 50. 50 миллиметров кисть ширина. Вот, очень жидко сейчас начну. Вот, и мне поначалу, по сути, как обычно, нужно будет заложить пятно самого котика. Возьму вот нашу умбру красную, либо вы можете просто замешать оранжевый, что тоже отлично подойдет. Вот, очень жидко нахожу пятно нашего котика. У нас есть наклон, вот такой вот котик. Занимает голова примерно половину холста. Здесь у нас, значит, лапка. Здесь у нас где-то чуть больше середины занимает мячик. Здесь у нас еще одна лапка. Вот, примерно. И хвостик вот тут у нас будет. Вот наш котик, собственно, по композиции. Ничего, в принципе, сложного. Можно шарик, мячик пониже. Вот, теперь я самого котика заложу поглубже немножко сразу. Коричневый наш беру и закладываю потемнее. Пока без каких-либо холодных, как обычно. Максимально просто. То есть тени везде добавила, и все. Теперь добавляю синий сюда. И добавляю уже глубины на фоне. Фон у нас будет серо-синий, как я люблю. С оранжевым хорошо очень сочетается. Считай, противоположный цвет. Вот мы закладываем. Очень удобно большой кистью. Сразу большие пятна. Вот, собственно, мы заложили фон, получается, за 3 минуты. Благодаря тому, что большая кисть, ну и то, что простые цвета, по сути, здесь особо ничего такого сложного нет. Так, теперь этой же кистью я беру сюда же оранжевый. И закладываю поярче уже пятнышки. Вот закладываю, собственно, оранжевенькие, где вижу. На мячике тоже может быть у нас оранжевый. И можно уже
прям этой же кисточкой светленький уже где-то подложить. Светленькие вот эти закладываю на свету. Вот здесь чуть-чуть. А вот тут пачкаю синеньким и закладываю теневой. Так, мячик тоже заложим. Пока, как видите, справляюсь с большой кисточкой. Хотя холст маленький. Ну, вполне комфортно. И одним уголочком, видите, пишу. А вот другим уголочком беру и светленький добавляю. Немножко синеньких, вот этот же вот еле-еле заметный местами сюда добавляю. Вот, ну, думаю, с этой кистью достаточно. Немножко мы можем еще вот чуть-чуть ее повозить вот сюда. Чуть-чуть можно, кстати, абстрактных вещей вот ей вот так вот подбавлять, чтобы поинтереснее было. И можем уже это оставлять. Итого у нас 7 минут. И какой-то некий подмалевок готов. Теперь уже кисть беру поменьше и работаю точнее. Так, чем-то намешал черный. Ну ладно, раз я намешал такой черный, поставим контрасты. Можно красненького, красно-коричневого такого. Вот сюда в мячик немножко добавить. Этого черного добавим сюда на фоне. Здесь у нас он тоже есть. Лапа. Здесь кругом шарика он тоже темненький должен быть. Вот эта лапка у нас высветилась, да? На ней тоже темненькие есть коготочки. Точнее, тени у коготков. Так, сюда тени. На этом моменте у меня благополучно отключился микрофон, никак меня не предупредив об этом. Дело в том, что микрофон я купил довольно недавно, и, собственно, я даже не знал, как это работает схема. Я думал, может, как-то он замигает или еще что-то, а он просто отключился. В общем, поэтому сейчас уже записываю озвучку после того, как я это все записал. Вот, как видите, я начинаю добавлять формы котенку. Теневые, оранжевые сбоку, да. Вот, и уточняю, в общем, форму, добавляю объемов. То есть у нас есть сейчас основное пятно котенка, есть тени внизу, да. Эти же тени я добавляю уже сбоку, только такие более красные, более яркие. Постепенно я сейчас набираю форму мордочки котенка, и пока не тороплюсь набирать глаза, искать их, да, потому что когда у нас есть такое просто большое пятно, однотонное, довольно сложно найти сразу какие-то детали, такие как глаза. Поэтому после того, как я сделал основной подмалевок,
я сделал основные тени. То есть работать через контрасты всегда гораздо проще. Мы нашли основные пятна, нашли самые темные, самые светлые, и уже у нас есть некое разделение форм, там уже проще подойти к деталькам. Вот сейчас аккуратненько, потихонечку нахожу глаза, которые у нас, по сути, закрыты. В данном случае имейте в виду, что легко можно ошибиться, не попасть точно, да, куда нужно. Но исправить это всегда несложно на первых этапах, когда еще все довольно в крупных формах сделано. Когда нашли, например, основные формы, как вот у меня сейчас уже, да, есть, по сути, понимание, где что расположено, не забывайте отходить почаще от картины, смотреть на нее издалека. Потому что когда мы очень близко сидим к работе, особенно если большой размер, очень сильно можно по глазомеру ошибаться. Вот, ну смотрите, когда я нашел глаза, нашел самые темные, я перехожу к самым светлым. То есть методика простая максимально. Через контрасты заход. Сейчас намешиваю самые светлые и набираю самые светлые. В данном случае, опять же, как и с портретом людей, я пишу все сначала в теплых тонах. Ну, тем более у меня тут рыжий котенок, такие теплые все цвета. Но потом холодных, естественно, тоже буду добавлять. Вот они, самые светлые. И смотрите сразу, как преображается просто мгновенно котенок. Сразу уже появились объемы, гораздо более четкие и понятные. Ну, соответственно, максимально стараюсь работать по площадям, как говорится, то есть по всей картине. Чуть добавляю по фону. Добавляю тени, собственно, от лапы, от мячика дополнительно. Задача у меня с этим котиком сделать довольно такой абстрактный фон, чтобы было понимание, что он на чем-то там сидит, что есть какой-то фон, но чтобы этот фон был максимально фоновым, то есть не обращал на себя внимания. И мазки все стараюсь сделать такими рыхлыми, то есть не прилизанными такими четкими, а более рыхлыми, более абстрактными. Кисточку не забывайте протирать, если вы меняете цвет, тоже очень важно следить за этим процессом, чтобы цвет мешался ровно такой, какой вы планируете. Вот, ну и смотрите, перехожу к холодным оттенкам. Добавил голубого, добавил в него теплых, чтобы его попачкать немножко. И смотрите, как он сразу вот этот вот подошел цвет, хорошо. То есть, когда вы добавляете холодные в тени, и если они смотрятся как-то кричащие, очень неподходящие, значит, скорее всего, вы по тону не угадали и по яркости. То есть, если яркий взять холодный, то он выпадет сразу из картины.
Он, конечно же, может заиграть, если его много везде добавить. Вот в моем случае, смотрите, я его прям попачкал хорошенько. И желтым, и красным, коричневым. И он стал такой грязно-голубой очень. И он прям вполне хорошо заходит в теневые формы. Сразу котенок, вот этот белый цвет в тени, сразу начинает смотреться теневым. То есть, если мы наш этот беленький сделаем теплым в тени, то он не будет читаться как тень. А холодный сразу прям начал читаться. Ну и уже вот эти грязные цвета начинаем добавлять в другие места, там, где и оранжевый у нас есть, более грязный. Этот вот на самом деле котик, самый первый вот этот сеанс, довольно удачно по попаданиям получился. То есть, что не цвет, то в целом довольно удачное попадание. Это на самом деле нечастая история. То есть, я думаю, по другим моим картинам вы видите, что бывает так, что я, как, например, коня я делал, и я прям с ним замучился, не могу попасть. Настолько нежные переходы, получается более грубо, и много раз из этого переделываешь. Но, опять же, относитесь к этому философски. Чем больше сложностей у вас на пути, тем более полезный опыт вы получаете. То есть, если у вас не получается, это нормально, вы учитесь в данный момент. Все получаться не может априори. Если бы это было так, это было бы неинтересно, и вы бы этим не занимались. В этом есть, мне кажется, есть некий кайф поиска каких-то проб, не самых удачных бывает. Но в итоге с каждым разом получается все легче, быстрее и красивее. Вот, ну, сейчас опять перешел, смотрите, от холодных к ярким, к более светлым. И тут я уже, как видите, переключаюсь. То я какой-то холодный немножко взял, то я взял яркий. И постоянно уже ищу более подходящие оттенки. Вот опять холодный, смотрите, взял, пробую. И мазки, смотрите, стараюсь не выписывать, да, а вот прям вот так вот бросать их, можно сказать, на холст. Довольно, ну, чтобы они такими четкими были, а были прям отдельными такими. Чтобы это казалось написано очень экспрессивно. И это очень подкупает часто в картинах. Когда ты смотришь, написано довольно реалистично, но каждый мазок сделан как будто бы хаотично, как будто бы чуть ли не случайно. Это очень здорово смотрится. Возможно, это из-за того, что когда мы смотрим на работу, наш мозг сам собирает эту картинку воедино из этих красивых отдельных мазков, и это доставляет некое удовольствие. Уточняю, видите, носик, уточняю тени на мордочке. Сформировался у меня некий, смотрите, как сказать, несколько цветов, которые я использую. Это светлый, довольно теплый, голубой, оранжевый и темно-коричневый. Я потихонечку уточняю мордочку. То есть в данном случае уже идет тональная работа. То есть нужно найти более точно все эти пятнышки. Опять же, здесь не торопитесь идти к деталям. Спокойно, размеренно, отходя от работы, смотрите, подходите, добавляйте, убавляйте. Не бойтесь холодных добавлять, потому что холодные очень обогащают. Ну, то есть, чем вы делаете шире диапазон этих цветовых температур, тем богаче у вас, естественно, будет картина. То есть, если у вас все будет в теплых тонах, тоже может быть красиво, но если вы добавляете холодных, это сразу же расширяет богатство картины. Она уже в целом, в принципе, найдена.
сути, мне сейчас добавить еще там, где у него ротик. Вот и, собственно, это сейчас я буду делать. Точнее, носик и губки. И в целом основная часть подмалевки уже готова. Вот осталось у нас, собственно, 6 минут до окончания этого первого этапа. На самом деле очень радует, когда получается вот так вот с первого захода очень быстро найти то, что хочешь. На самом деле, опять же, вот благодаря этому курсу я опять осознал, насколько для меня портрет, лицо проще, понятнее и интереснее. То есть я сейчас в этом курсе добавляю, да, котика, добавляю коня, добавляю там фрукты. И насколько для меня это непривычно, я больше времени затрачиваю, вроде как более простой сюжет, а времени затрачиваю больше, чем на портрет. Но вот в данном случае с этим котиком вполне все получилось сразу так, как я хотел. С конем я, конечно же, намучился, хотя изначально мне казалось, это вообще самый простой сюжет из всех, что я здесь делал на курсе. Вот когда вы начинаете вот это уточнение, да, деталей, старайтесь не циклиться на чем-то одном, а чуть-чуть там добавили, улучшили, смотрите еще где. То есть, чтобы вся работа шла одновременно по всему холсту. Как мне понравилось как-то выражение, это, по-моему, от Сахарова, художника. То, что вы делаете работу таким образом, чтобы в любой момент, если вас остановят, вы могли сказать, что картина закончена. И это очень реально крутая тема. То есть в какой-то момент вы устали писать, оставляете ее, а она вполне закончена выглядит. Вот еще добавил, видите, холодненьких и добавляю тенюшек под глазами чуть-чуть. Намешиваю сейчас самый яркий такой цвет. Уже делаю акцентики яркие еще. То есть до этого я более белый добавлял, сейчас более такие желтые, более яркие. Смотрите, как он загораться начинает, котик, вообще классно. Очень важно вначале заложить это тональное отношение, более темные пятна заложить, более грязные цвета. Пачкать цвета вначале не то, что не бойтесь, это просто необходимо. Бойтесь не пачкать их, иначе будет сложно потом сделать какое-то свечение и вообще сделать реалистично. Видите, в данном случае из-за того, что изначально прям все более грязно заложено, но, опять же, в пределах, да, то есть оно грязно, но в то же время читаются и оранжевый, и желтый, и так далее. А когда я сейчас добавляю яркий, он сразу же начинает светиться. Такая магия начинает происходить. Это, опять же, момент по поводу переключения. То есть вы делали детали, в какой-то момент раз отойдите и поделайте крупные опять вещи, поделайте контрасты. Контрасты всегда делать проще, то есть они самые яркие, самые светлые или самые темные. А замешать самые светлые или самые темные, естественно, проще всего. Ну, вот как видите, котик уже, считай, готов. Забегая вперед, скажу, что второй сеанс, когда начал делать, я делал его дольше, чем первый сеанс. Но в итоге, если так вот проследить разницу изменения котика, то они там
очень даже и не сильная, потому что этот первый этап получился довольно удачным, довольно цельным. Ну, тут уже добиваю какие-то детальки по фонам. С котиком тут уже все в целом найдено, что хотел. Этот этап подмалевка, на самом деле, который уже здесь не подмалевка, по сути, уже чуть ли не финишная работа. Важно везде в целом уже по холсту поработать, чтобы было уже на такой предзаконченной стадии, я бы сказал. По тону, по крайней мере, и по форме. А более красивые, более четкие цвета, более детальные вещи уже можно ставить на второй сеанс. Чуть-чуть, видите, размазываю лапу, чтобы она не была четкой такой. Уходила, чтобы в фон. Вот, ну и на этом, собственно, мы заканчиваем первый сеанс. Чуть-чуть сейчас еще деталюшечки подправлю. Вот, ну и на этом достаточно, я думаю. Итак, дописываю картину после большого перерыва. И по тональным отношениям мне очень нравится, как все получилось. То есть в целом я сейчас не хочу долго там что-то выписывать. Хочу добавить просто акцентов каких-то, и будет готово. Что-то, может быть, мастихином добавлю, что-то сейчас кистями. В общем, будем сейчас пробовать. Самое первое, с чего начну работать, добавлю самых светлых цветов, чтобы добавить контраста. Белый в чистом виде, чуть желтенького, чуть красненького, но белого прям много. И подобавляем. Сейчас уже можно работать более густо. В общем, добавляю самых светлых акцентиков. Там, где вот какой-то прям белый выскакивает, он как раз смотрится холодным. Поэтому я их разбавляю еще больше оранжевым. Тут, мне кажется, ой, многовато немножко я добавил. Убираем. Очень классная вещь, которой у меня сейчас нет, но которую, я думаю, вы можете приобрести, это ретушный лак. Ретушный лак используется для межслойной проработки. То есть вот я сейчас сажусь на картину, которая полностью высохла. Я бы сейчас попшикал этим лаком, ну или помазал. Там есть в спрее, есть не в спрее. Есть просто в банке. И получается, картина становится влажной и очень приятно на ней становится работать. Она такая скользкая становится вся, как будто мы вчера ее писали, но при этом картина уже не пачкается. Имейте в виду. Так, можно прямо вот я сейчас попробую кусочками намешать краску. Прям много желтого, много красного и много белого. Как мастихином таким намешаю сейчас и буду ляпать.
краску. Беру много белого и добавляю. Сейчас постараюсь максимально недолго поработать, просто чуть-чуть улучшить, потому что она и так мне уже очень нравится. Можно заиграться и получить скучную картинку, выписанную там какую-то, но оно будет смотреться очень неестественно. Поэтому минимально стараюсь касаться до этой картины, максимально сохранить ее жизнь. Так, вот тут вот хочется более какой-то, может, розовый. Все равно желтый какой-то мне кажется. Так, возьмем вот прям белого и розового, просто розового. Оранжевый возьмем яркий. Немножко создам сейчас фактурку на котике. Так, какой-нибудь теневой цвет нужен. Буду сейчас отходить, смотреть почаще, чтобы не замучить работу случайно. Чуть-чуть холодного намешал. Тут понравился холодноватый оттенок, светленький. Он прям в тенях очень даже хорошо ложится. Здесь вот прям вот просто не сильно прикасаясь кистью, чуть-чуть по поверхности скребу, чтобы она немножко оставляла краску, не сильно. Сложно тут подобрать в тенях цвет. Он вроде там читается оранжевым, но в тени он получается более темный. И вот этот вот цвет сложно подобрать. Чтобы он читался оранжевым, в то же время был в тени. Вот на экране кусочек читается очень теплым.
Поэтому я немножко сюда холодненький добиваю. Так, но в то же время там есть прям и оранжево-красненький такой. Здесь раз. Более темный получается. Очень прям серьезно нужно подходить к подбору вот этих вот цветов в тени. Потому что чуть светлее делаешь, уже не читается как тень. Темнее делаешь, читается яркость цвета. Ну и, соответственно, тоже будет смотреться неестественно. Поэтому нужно прям позаморачиваться, поискать оттеночек. Это ушастик такой получается. Мордочка очень худая получается. Сейчас я ее немножко попробую расширить. Вот здесь не хватает мордочки ему. Вот уже получше. Немножко однообразные у меня вот эти мазки получаются. Мне это не очень нравится. Попробую сейчас тонкой кистью еще каких-то волосков добавить. Здесь тоже. Так, вот это мне не сильно понравилось, как получилось. Попробуем убрать. Хочется какого-то зеленого в
тень добавить. Пачку зеленый вот этим нашим цветом. И вот сюда добавляю немножко зелени. Попробуем мы стихином что-нибудь. Потому что кистью не получается то, что хочется. Ну, мастихин немножко разнообразие добавляет. Чисто белый возьму. Он уже, правда, стал нечистым. И кое-какие акценты сейчас все-таки добавлю. Какого-нибудь вот такого неожиданно сейчас возьму и вот добавлю здесь. Нужно это или нет, я не знаю, но захотелось что-то холодненького сюда внедрить. Фон я прям не буду, наверное. Хотя хочется тоже добавить. Давайте и фон добавим зелененького. Грязненького. Типа такого. Может быть, даже вот такого. Сильно яркий. Делаю синий и еще черный. Черненьких. Сейчас прям чисто черненьких вмажем тоже. Опять же для усиления контраста. И теперь смешиваем более светлый цвет. Получается вот такой яркий. Тут вы, как понимаете, уже что угодно можно делать, добавлять, как вам интуиция подсказывает. Как вы видите, рассказать, что это за цвет или как его намешать, нереально, потому что я смешал все, что у меня вообще есть на палитре, добавив немножко более яркого, получается, холодному. Это единственное логичное, что можно здесь объяснить.
Ой-ой. Хочу немножко здесь засветить. И ушко. Вот здесь, наоборот, затемнить. И немножко вот этого же зеленого на фоне, внизу тоже добавить. Так, ну и все, я думаю, здесь мучить ее больше не надо. Чуть-чуть еще сейчас вот я вмешаю вот сюда фон. Ну и немножко хочется вот тут, что ли, добавить. Оранжевого какого-нибудь берем. Светом немножко захожу в глубину. Так, вот тут я добавил светленького, но что-то как-то много. Обратно его убираю. Некое подобие продолжения лапки захотелось сделать. Вот тут хочется высветлить немножко, чтобы контрастик сделать. Так, ну в целом уже окей. Уши. На этом моменте когда-то нужно останавливаться резко и уходить. Потому что сейчас можно залипнуть еще на час, на 2, на 3. А не факт, что получится лучше, чем было часом ранее. Вот это меня смущает немножко. Сейчас я ее чуть-чуть уберу. Вот эту часть. О, кстати, даже так уже лучше. Оранжевенького сюда.
Я думаю, нужно мне пересилить себя и уже сказать хватит. Вот это вот я сейчас еще исправлю свою оплошность. Ну, типа того, да? Все, на этом закончим.